Каковы должны быть показания динамометров в положениях 1 и 2. В задаче указан неподвижный блок и указано о том, что на нем висит груз массы 20 ньютонов, идут измерения в двух направлениях. Динамометр вот под таким углом и следующее измерение под другим углом. Надо выяснить, какие будут показатели этих динамометров. Перед тем, как приступить к решению этой задачи, хотел бы вернуться еще раз и рассмотреть непосредственно работу самого этого блока, который является неподвижным. И посмотрим, какие силы на него действуют и как происходит реакция на все действия этих сил. Сам блок подвешен. Этот блок, скажем так, к какому-то месту. И он, естественно, крепится на каком-то определенном шарнире. У него есть место крепления. Заметьте о том, что место крепления у него является по центру как раз на оси. Представим себе, что на него действует какая-то сила P в этом направлении. И для начала действует сила вторая. Обозначим ее как F1. Блок находится в состоянии покоя, в состоянии равновесия, блок не крутится. О чем это можно говорить? Это говорит следующее, что согласно первого закона Ньютона, тело находится в состоянии покоя или равномерного праволинейного движения, если результирующая всех действующих сил равна нулю. Поскольку она находится в покое, сумма равнодействующих всех сил, которые на него действуют, равна нулю. Какие силы на него действуют? Одна сила – вес P, другая сила, которая удерживает этот вес P. Эти силы действуют в одном направлении. Если их сложить, им противодействует какая-то сила другая. Какая сила? Вот сила реакции этого самого блока, которая направлена в противоположную сторону, она уравновешивает эти два силы. То есть, если все эти силы сложить по модулю, по направлению, они будут равны нулю. С другой стороны, есть еще одно условие, которое мы должны соблюдать. Это то, что блок этот не крутится. О чем это говорит? Это говорит, что сумма моментов, которые действуют на этот блок, тоже векторная сумма моментов будет равна нулю. Какие моменты действуют? Ну, момент, например, силы самого веса. Плечо этой силы будет направлено по радиусу. Тут угол 90 градусов, вот здесь мы напишем. Значит, это будет плечо действующей силы P. Чему она равно? Она равна радиусу. Мы можем сказать о том, что момент силы P будет равен самой P, что множится на радиус. И то же самое модуль. Можем с модулем говорить. Противовес этому моменту действует сила F, которую мы сразу определили. Вот здесь тоже угол 90 градусов. Момент силы F будет равен. Запишем его. Момент силы F равен самой силе F, что множится на плечо. А где здесь плечо? А вот плечо. Тоже радиус, оказывается. Умножить на радиус. В данном случае блок не крутится. Значит, моменты эти противоположны. Один действует по часовой стрелке, другой действует против часовой стрелки. Можем сказать, что они одинаковые по модулю, но противоположны по направлению. Модули их можно сравнить. Если мы говорим о том, что модуль силы P и моментом равен модулю силы F, тогда мы можем записать, что P умножить на R равно F, что множится на R. R можно сократить, о чем мы можем сказать? Сила P равна силе F. В данном случае эта сила, вес, равен силе, которая его удерживает. Мы уже видим о том, что этот блок в плане силы он не выигрывает. Получается, мы должны удерживать той силы, которая равна весу этого груза. В первом случае, когда мы рассматриваем силу, которая направлена параллельно силе P, моменты этих двух сил будут одинаковые, благодаря тому, что у них плечи одинаковые. Теперь давайте проведем еще одну силу, которая будет направлена по касательной где-то вот так. Обозначим ее сила F2, рассмотрим ее действие. Эту силу мы убираем, ее не будет, рассмотрим только силу F. Блок тоже находится в положении покоя. Сумма всех сил, которые действуют на него, результирующие, будут равна нулю. Если мы сложим вот эти две силы, естественно, результирующие будут направлены как-то вот так. Противодействует этой результирующей силы, этих сил P и F2, силы, которые направлены в противоположную сторону, но ее компенсирует вот этот сам крепеж вот этого блока. Получается, и на него идет нагрузка уже не так вертикально вверх, а немного под углом, но тем не менее он это все выдерживает. С точки зрения суммы всех сил и результирующий момент и результирующая сила равна здесь в данном случае нулю. Первый закон Ньютона здесь выполняется. Теперь давайте посмотрим, что касается моментов сил, которые действуют на этот блок. Они действуют относительно этой точки. Вот точка, относительно которой действуют все моменты сил. Центр этого блока. Если мы опускаем силы F перпендикулярно, ищем плечо, что это будет? Это тоже будет радиус. Можем сказать о том, что момент силы F2 равен F2, что множится тоже на радиус. Но блок-то неподвижный. Вот этот момент, который действует с одной стороны, и этот, он одинаковый. Можем сказать о том, что момент силы P по модулю будет тоже равен моменту силы F2 тоже по модулю. Как видите, они направлены в противоположную сторону, потому что это действует вроде бы как часовой стрелки положительного направления, это в отрицательном направлении. Они друг друга, мы сейчас не рассматриваем это, у нас осталась только сила F2, они друг друга компенсируют. Можем приравнять то же самое, как здесь. Можем сказать, что P умножить на R равно F2 умножить на R. Радиусы сокращаются, плечи сокращаются, и получаем о том, что
F2 тоже равно P. Другими словами говоря о том, что если в любой точке прикладываем другую силу, то плечо этой силы будет ничем иным, как радиусом данного блока. И коли радиус здесь и здесь одинаковый, получается, везде в этой точке, куда мы не приложим эти силы, они будут равны вот этой силе P. Вывод отсюда какой? Неподвижный блок в силе не выигрывает. Чем он показатель? Он интересен тем, что можно в любой точке приложить силу F, то есть изменить направление действия этой силы. В любом месте эта сила будет одинаковая, и она будет равна силе, которая действует в противоположной стороне. И как вывод отсюда, можно посмотреть на эту задачу и сказать следующее, что и в положении 1, и в положении 2 динамометр будет показывать одинаковые значения силы, какие силы действуют на подвижный блок. У нас будет подвижный блок, здесь будет точка подвеса нити. Нить подвешена вот так вот, проходит аж вот сюда. В подвижном блоке есть груз, который прикреплен к центру. Пусть это будет груз P. Здесь будет сила. Давайте рассмотрим, каким образом здесь действует сила. Подвижный блок находится в состоянии покоя. Мы можем сказать о том, что результирующие все действующих сил равна нулю. Какие здесь силы действуют? С одной стороны у нас действует вес. Это P. С другой стороны есть одна сила, которая действует с одной стороны, и другая сила. Если мы это обозначим силу F, это, скажем, F1, то F плюс F1 по модулю равно значению P. Они направлены в противоположную сторону и друг друга компенсируют. Я пока не говорю о том, что они равны, мы потому видим, что они будут равны. Можем сказать о том, что P будет равно F плюс F1. Это мы разобрались с действующими силами. Теперь давайте посмотрим, какие здесь будут моменты этих сил, одной и другой силы. Если неподвижный блок, относительно которого мы смотрели, относительно его центра, все действующие силы, именно плечи мы брали от центра его. Тогда подвижный блок, посмотрите, мы должны взять точку, относительно которой будем рассматривать действия моментов этих сил. В данном случае нужно брать вот эту точку О. Почему? Если поднимаем этот блок, эта точка О почти у нас немножко приподняли этот блок. С одной стороны приподняли, с этой стороны он остается одинаковым. Можем рассматривать вот это все действие как действие рычага. Вот этот рычаг весь относительно этой точки. И относительно этой точки посмотрим, какие моменты сил. Действует сила P и действует сила F. Это у нас что? Это у нас радиус один и радиус другой. Давайте запишем. Мы записали сумма всех сил. Если мы запишем их вот таким образом, F плюс F1 и плюс еще P векторно, это все будет равно нулю. Знаем о том, что эти силы направлены в противоположную сторону. С точки зрения модуля этих сил можно записать, потому что P как модуль равно F плюс F1. Теперь давайте посмотрим, каким образом работают моменты этих сил. В данном случае относительно этой точки. Относительно этой точки момент силы веса МП будет записан как самый вес P, что множится на что? На плечо. Плечо вот, радиус. Момент силы F. Запишем ее. Момент силы F чему равен? Самой силе F множится тоже на плечо. А плечо какое это? Это 2 радиуса. И поскольку блок находится сейчас в состоянии покоя, моменты этих сил по модулю равны. Они противоположны. Один действует в одну сторону, другой в другую, но по модулю они будут равны. Поэтому можем сравнить модули этих двух моментов. Можем написать, что P умножить на R равно F, что множится на 2R. Как видите, плечи можно здесь сократить. Получается P равно F, что множится на 2, или F равно P, деленное на 2. Понимаем о том, что в данном случае вот это F будет равно P, деленное на 2. А чему же равно F1? А вот с этого уравнения, что P равно F плюс F1. Если F равно P, деленное на 2, то и F1 тоже поделенное на 2. В данном случае убедились в том, что эта сила веса, она раскладывается на две силы, на одну и вторую, которые равны. Оба этих силы равны, и они удерживают. В данном случае, если P весит, допустим, 100 ньютонов, то каждая из этих сил будет равна по 50 ньютонов. Для того, чтобы поднять вес в 100 ньютонов, мы должны прогласить силу 50 ньютонов в 2 раза меньше, чем сам вес. А теперь давайте посмотрим, что произойдет, если эта сила будет направлена немножко не так параллельно две силы, а немножко под углом. Если вы обратили внимание, во всех задачах все подвижные блоки, их нити или канаты или тросы указаны четко параллельно, что они проходят. А что произойдет, если эта сила будет направлена не так вот параллельно оси и параллельно вот этому направлению вектора тяжести, а немножко под углом, скажем, где-то вот так? Что произойдет? Какая-то сила? Вот. Мы же должны определить плечо этой силы. А относительно чему мы определяем это плечо? Определяем относительно точки О. Так вот, если момент силы P мы определяем как P умножить на R, тогда момент силы вот этой, которая новая будет действовать, мы должны определить уже на другое расстояние. А это уже
более отличная. Сумма всех сил изменится. Если эту силу и эту силу складываем, у нас уже будет направление другое, еще плюс этой силы. Короче говоря, у вас получается немного более сложная ситуация, но однако можно однозначно сказать, что вот это расстояние меньше, чем 2r. Поэтому самый оптимальный вариант, когда две эти силы одинаковые и по модулю и равны, это именно тогда, когда нити подвижного блока направлены параллельно оси самого блока и совпадают с направлением указания веса, который подвешен к этому блоку. Еще раз хочу обратить внимание, что с точки зрения рассмотрения моментов сил подвижный блок рассматривается относительно этой точки, как рычаг, а неподвижный блок рассматривается относительно этой точки. Ну и посмотрим, если этот блок дает нам выигрыш силы в 2 раза, а этот не дает. Какая от него польза? Польза есть. Почему? Потому что, как правило, эти блоки используются в группе, совместно. Вот в таком варианте. Сейчас приблизительно покажу. Если поднять нужно какой-то тяжелый груз, сначала ставят подвижный блок, а потом перекидают его через неподвижный блок. Вот так груз. Как правило, может быть не один, можно целый блок, но в данном случае что получается? Груз P, который имеет тяжелый вес, разделяется на две части, на P на 2 и P на 2. Уже легче поднимать за счет подвижного блока. А вот неподвижный блок передает это усилие P на 2, но зато его направление можно и в таком направлении взять, и в таком направлении тянуть. Везде будет P на 2. Как правило, задачи физики комбинируются из подвижных и неподвижных блоков. Это нужно просто учитывать, что подвижный блок дает возможность уменьшить силу для поднятия груза в 2 раза, а неподвижный блок, который закреплен как-то, он дает возможность нам изменить направление действующей силы, не меняя ее по значению, а как удобно, например, можно здесь, если стоит какой-то человек, который тянет этот груз, или дальше, или вообще вот такое направление взять. Сила будет одинаковая, независимо, в каком направлении будет действовать человек или кто будет поднимать вот этот груз. Группа вот этих блоков дает возможность еще больше, но не один, можно 2, 3 и так далее. Есть такое устройство, которое можно поднимать многократно, превышающее силу несколько раз, используя несколько блоков таких систем. Но нужно знать о том, что в данном случае неподвижный блок выигрыш силы не дает, дает только изменение направления, а подвижный блок дает выигрыш силы в 2 раза. Комбинация их дает возможность создавать такие механические устройства, которые небольшой силой можно поднимать очень большие веса.